Всем добрый день, меня зовут Олеся, рада вас видеть на своем канале. Сегодня приготовлю вот такое вот замечательное, сдобное, постное тесто. Да, такое возможно. Можно приготовить вкусное тесто, и оно будет постным. Для приготовления мне потребуется 2 картофеля среднего размера. Картофель я уже очистила и теперь нарезаю на небольшие кусочки, чтобы он быстрее отварился. В очищенный картофель вливаю холодную воду, примерно 600 мл, и ставлю на плиту. Отвариваю картошку до готовности, до мягкости. В зависимости от сорта картофеля потребуется примерно 35 минут в среднем. Отваренный картофель отцеживаю. Отвар этот не выливаю, сливаю в отдельную чашу. Картофель разминаю картофелемялкой. Ни в коем случае это не вздумайте делать блендером погруженным, иначе вы получите склизкую такую массу. В размятый картофель вливаю оставшийся отвар и тщательно все перемешиваю венчиком. Обязательно процедите, чтобы остались все какие-то комочки неразмятые, носите. Всего у вас должно получиться отвара примерно 400 мл. Если чуть больше, просто отлейте и удалите излишки. Дожидаюсь, пока отвар картофельный остынет до приятной такой теплой температуры. И еще для теста буду использовать сахар 80 грамм, 60 мл растительного масла, 1 столовую ложку сухих дрожжей 8 грамм, чайную ложечку неполную соли 4 грамма и муки 450-500 грамм, зависит от влажности муки. Подготовленный картофельный отвар вливаю в чашу, где буду делать замес. Добавляю дрожжи. Напоминаю, он должен остыть, должен быть приятно теплым, чтобы дрожжи не сварились. Добавляю сахар, ванильный сахар и тщательно все перемешиваю до полного растворения дрожжей. Можно дать постоять этой смеси минут 10. Вливаю растительное масло, оставив примерно 2 столовые ложки на замес. Всыпаю муку, вместе с мукой добавляю соль. Мука у меня уже была предварительно просеяна. И замешиваю мягкое тесто. Когда всыпала практически всю муку, в 2 приема добавляю оставшееся растительное масло. И как бы вбиваю его рукой в тесто. Это сделает тесто более воздушным, более сдобным. Вот части растительного масла в конце замеса. Вымешиваем, работаем с тестом минут 5-7, переходим на рабочую поверхность, подсыпанную мукой. Можно вымешивать разными способами, делайте так, как вам удобно. Я немножечко повымешивала 2 руками и подбивала тесто о стол, подбрасываю его с силой. Подбрасываю и снова бью о стол. Тесто быстро так вымешивается, развивается хорошо клейковина в муке. Тесто должно получиться мягенькое, не слишком плотное. Формирую тесто в шар, подсыпав немножечко мукой. Вот такими вот подбивающими движениями. Беру чистую посуду, чистую миску, на донышко каплю растительного масла, капаю, смазываю бортики и донышко, тесто выкладываю швом вверх, переворачиваю. И тесто и миска смазаны, затягиваю тесто пленкой и на 1 час в теплое место на расстойку. Через 1 час нужно тесто обмять. Делаем первую обминку, как бы вытягивая тесто вверх и опускаем, чтобы оно насытилась кислородом. Снова прикрываем пленкой и возвращаем еще раз на 2-ю расстойку. Она уже произойдет быстрее. Смазывать постную выпечку я предпочитаю мучной болтушкой. Беру чайную ложку с большой горкой муки, это примерно 20 грамм, и 40-50 мл воды. Тщательно все перемешиваю. Эта мучная болтушка не должна быть густой, иначе выпечка может потрескаться. Вот такая вот она жиденькая получается. Тем временем тесто подошло уже 2-й раз. Времени требуется на это значительно меньше после первой обминки, примерно 30-40 минут, в зависимости от условий. Снова тесто обминаю, делаю 2-ю обминку, помогайте себе мукой. Перекладываю тесто на рабочую поверхность, подпыленную мукой. Еще сверху можно немножечко при потребности добавить муки. И формирую тесто в шар. Даем тесту отдохнуть минут 5-10. И потом можно тесто разделывать, формировать пироги, пирожки, булочки. Все, что вам нравится. У меня сегодня вот такие вот рулетики с маком. И давайте покажу, какое тесто шикарное получается в готовом виде. Очень мягенькое, нежное. Никто не догадается, что оно
без молока, без сливочного масла, без яиц. Готовьте с удовольствием. Особенность этого теста, что оно долго не черствеет, очень долго остается свежим. Попробуйте. Готовьте с удовольствием. Надеюсь, рецепт теста вам пригодится. Поддержите меня пальцем вверх, оставьте комментарий, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Всем удачной выпечки. До скорой встречи!